Всем привет, это канал Anigame21, подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и оставьте комментарий. Ваша поддержка очень важна для канала, приятного просмотра, а мы приступаем к прочтению манги One Piece. 1086 глава под названием Горосей. Заявка: Чоппер и котенок идут по отражению радуги в луже. На первой странице, после завершения собрания королей. Собрание королей завершилось, но известие о смерти короля Кобры пока не всплыло на свет. Кто-нибудь из вас видел принцессу Виви из королевства Алабаста? Где наш король? Ему стало хуже? Тем временем несколько безбилетных пассажиров затаили дыхание, спрятавшись на кораблях различных монархов, возвращающихся домой. Эй, чей это корабль? Королевство Эгида. Мы на корабле Королевства Эгиды, Морганс. Ясно, мы пролетим над ним на нашей штаб-квартире и сделаем вид, что ищем сенсацию. Используйте этот шанс, чтобы забраться на борт, и не попадитесь. Спасибо, я у тебя в долгу. Так и есть, короля одного из государств объявили в розыск, это же сенсация. Жду не дождусь услышать подробности. Итак, что именно ты увидел, Вапал? Так я тебе и сказал, оставь меня одного и возвращайся на свой корабль. Не могу. С Сипизера шутки плохие, даже если я воссоединю со своими людьми, эти агенты не успокоятся, пока силой не вернут меня обратно. Теперь одолжи мне свою Денденмуши, мне нужно поговорить с папой, он наверняка очень волнуется. Нет, ни за что, тебе нельзя этого делать. Да что с тобой? Агенты ищут принцессу Виви, а также Сабу из революционной армии. Кушать хочется. Корабль королевства Таджин. Трюм. Нужно добраться до Лулусии, а там я что-нибудь придумаю. Корабль королевства Лулусия. Междудонное пространство. Рассчитываю на тебя, Саба-кун. Выживи любой ценой. Новости о том, что король Кобра был убит, а его дочь, принцесса Виви, пропала без вести, очень скоро всплыли на свет и быстро распространились по всему миру. Святая земля Мариджоа. У этого парня Саба довольно разнообразная жизнь, что неудивительно, в конце концов он постоянно окружен людьми с инициалом D. И я надеялся, что мы займемся проблемой на яичной голове, но похоже ее придется отложить, так как нынешнее положение куда серьезнее. Плюм-плюм, Катча. Слушаю вас, Иму-сама. Замок Пангея, цветочная комната. Пришло время протестировать изобретение Вегапанка. Пламя матери. Согласен, у нас еще не было шанса его использовать, и мы до сих пор не знаем, насколько оно эффективно. Результаты этого эксперимента также подскажут нам дальнейшие действия касательно яичной головы. Думаю, испытание лучше провести на какой-нибудь лесной местности, а не морской, так как королевство Лулусия, но там живет множество людей. Это не важно, как прикажете, мир движется по воле Создателя. Позвольте спросить, почему именно Лулусия? Оно ближе всех. Да будет так. Я сделаю все необходимые приготовления. Смиренно прошу вашего терпения, пока они не будут завершены. Горосей, бог-воин оборонной науки, святой Джей Гарсия Сатурн. В последнее время жители Лулусии начали проявлять зачатки бунтарства. Горосей, бог-воин окружающей среды, святой Маркус Марс. Мы можем сделать из них показательный пример. Горосей, бог-воин правосудия, святой Топмен Валькурий. Если когда-нибудь у нас будет возможность свободно использовать подобную силу. Горосей, бог-воин финансов, святой Итан-барон в Нираджура. Мы можем мгновенно завершить любой затяжной конфликт. Горосей, бог-воин сельского хозяйства, святой Шеферд Юпитер. И еще кое-что. Конечно, найдите Виви. Как пожелаете. После распуска Шичибукай в королевство Таджин и королевство Эгида началась революция и целой череды восстаний, вспыхнувших в странах, входящих в мировое правительство. У морского дозора дел стало непроворот. Однако, задействовать серафимов крокодайла заметили на острове Карайбари. Они также обновили свою военную силу, пойдя по новому пути. Как только мы причалили в Лулусии, жители королевства арестовали короля Секи и его дочь, принцессу Каманы. А вот меня они встретили с почестями, когда узнали, что я плыл зайцем на королевском корабле. Тогда-то я и узнал из газет, что убийство короля Кобры повесили на меня. Жители Лулусии провозгласили меня героем. Сперва я хотел рассказать им правду, но увидев, как эта ложь раздувает пламя революции, слова просто застряли у меня в горле. Благодаря Белла Бетти и остальным, многие жители Лулусии захотели присоединиться к нашей революционной армии.
Эти люди приплыли со мной. Без шифровальной Денdenmushi я никак не мог связаться с вами напрямую, поэтому я перенаправил свой звонок через остров, когда мы отплывали. Я знал, что мировое правительство перехватит сигнал, поэтому хотел заставить их думать, будто нахожусь в Лулусии. Хотя на самом деле я уже находился в море недалеко от острова, вместе с новобранцами. И во время твоего звонка как раз произошло уничтожение Лулусии. Да, у многих из тех, кто поплыл со мной в Лулусии, осталась семья, и когда они увидели, как их страну буквально стерли с лица земли, у них началась истерика. Отвратительно, как они вообще смогли совершить подобное. Сперва в небе над нами появилась огромная тень, а в следующий момент остров был уничтожен. Огромная тень? Никто из живущих не мог совершить нечто подобное, и это точно не было природным катаклизмом. В небе над облаками определенно что-то было, какой-то черный объект. Саба, недавно ты говорил, что видел некоего Иму? Да, возможно, это прозвучит как бред сумасшедшего, но 800 лет назад, когда мир стал таким, каким мы его знаем, среди 21 королей-основателей был человек, которого звали Святой Иму из дома Нерона. Вот взгляни, раз нам известно, что в мире существует способность, которая может сделать кого-нибудь бессмертным, значит, на ком-то эту способность уже использовали, верно? Другими словами, в мире есть человек, который может жить вечно. И ты хочешь сказать, что это тот, кого я видел? Возможно, это лишь совпадение, и они просто тезки, но кто еще, кроме короля-основателя, может командовать самими Грассеями, высшей мировой знатью? В конце концов, Тенрюбита кличут себя не иначе, как потомками богов. И еще кое-что, объект, который ты видел над облаками, скорее всего был оружием мирового правительства. А создать нечто подобное мог только Вегапанк. Погоди, Ива, Вегапанк бы никогда намеренно не разработал оружие массового уничтожения. Я знаю. Значит, это было какое-то древнее оружие. Если ему действительно из древних времен, тогда это вполне возможно. Робин говорила нам, что древнее оружие и правда существует, но если этот человек и правда обладает чем-то подобным, почему он использовал его только сейчас? В настоящее время Святая Земля Мариджоа, один из Тенрюбита, был приговорен к смерти и казнен. Однако эту информацию никогда не будут разглашать всему миру. Мы лишились наших запасов продовольствия, даже хлеба нет, остались только пирожные. Судьей стал бывший король Долины Богов, а ныне верховный командующий божественных рыцарей, святой Фигарланд Гарлинг. Человек, которого он приговорил к смерти, никто иной, как тот, кто вступился за рыболюдей. Святой Дон Кихот Мьосгард, тот, кто защищает отбросы, даже хуже, чем мусор, который он защищал. Человек, который может судить самих Тенрюбита. На этом все, глава заканчивается, продолжение будет в следующем видео. Важная информация: Ода взял перерыв на 4 недели на операцию, так что надо подождать. В общем, спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Еще услышимся, всем пока!